Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить рыбу в кляре. Это блюдо очень вкусное, его приготовить можно на ужин или для праздничного стола. Кляр можно готовить разными способами. И простой способ — это просто смешать яйца, муку и воду. Мы же будем готовить более сложный кляр и более вкусный. Готовить его будем на белках, на взбитых. И для приготовления нам понадобится мука, яйца, вода, непосредственно рыба, любая, лучше ее иметь филе, либо же можно приобрести тушку рыбы и очистить ее на филе самостоятельно. А также нужно будет перец, соль, специи и растительное масло. Сегодня для приготовления мы взяли филе минтая. Его нужно помыть и промокнуть салфеткой бумажный, для того, чтобы на нем осталось как можно меньше жидкости. Желательно в идеале, чтобы его совсем не осталось. Затем порежем филе кусочками. Кусочки также могут быть разного размера, так как удобно. При нарезке следите, если будет оставаться, где-то увидите, что есть косточки, их надо удалять. Итак, рыбу мы порезали. Нам ее необходимо посолить и поперчить. Все это делаем по вкусу. Также в рыбу можно добавлять специи. Если рыба морская, то она не имеет какого-то ярко выраженного запаха, поэтому специи можно добавлять нейтральные, такие как немножко мускатного ореха, немножко можно добавлять различных травок, мелиссу, базилик, петрушку. Если же рыба речная, то специй можно добавлять побольше, а также можно сбрызгивать лимоном, чтобы запах речной рыбы убрать. Перемешаем филе. И пока отставим его в сторонку, займемся приготовлением кляра. Приготовить 2 миски, и нам нужно освободить белок от желтка. Белки пока отставим в сторонку и займемся первой частью теста. Будем делать его из 2 желтков. Добавить в желтки соль, щепотку. Добавить воду. Воды нужно будет добавить где-то 50-70 миллилитров. Ее всегда можно добавить, поэтому сразу много не добавляем. Потом, в случае чего, мы по необходимости еще ее подольем. А также растительное масло. Перемешиваем. Перемешивать можно венчиком, можно вилкой. Вообще я не сказала, что для приготовления кляра лучше иметь холодные продукты из холодильника. Должна быть охлажденная в холодильнике вода, обязательно охлажденные яйца и желательно даже масло туда поставить. Итак, у нас перемешалось. Муки нам понадобится где-то 3-4 столовых ложки, но тоже всыпаем ее постепенно, тоже по необходимости будем подсыпать. Первая часть кляра у нас должна получиться довольно жидкая. Пожалуй, можно еще добавить немножко муки и можно добавить немножко воды. Масса должна быть однородная, без комочков. Поэтому перемешиваем в данном случае венчиком. Это будет быстрее, чем вилкой. Можно еще немножко, буквально ложечку добавить. Посмотрите, вот такое должно получиться тесто. Оно жидкое, как такая не очень густая сметана. Отставляем ее в стороночку. И следующим этапом будем делать белки.
В белки добавляем щепотку соли и взбиваем миксером до состояния такой густой пены, которая будет в виде пиков. Итак, белки мы взбили, для этого нам понадобилось примерно 2 минуты. Вот если их наклонить, они не вываливаются у нас. Видно, что они хорошо держатся, до состояния пиков таких образовались. Чтобы легче они взбивались, они должны быть обязательно холодными из холодильника. Теперь мы должны соединить обе массы. То есть мы добавляем в желтковую массу, добавляем аккуратно белки. Как раз то, что мы делаем не яйца целиком, а разделяем их на желтки и белки, даст возможность приготовить очень воздушный кляр. Он будет очень вкусный и хорошо будет держаться, не будет сваливаться с кусочка. Перемешиваем аккуратно обе смеси. Стараться при этом резко не перемешивать, чтобы не потерять воздушность белка. Перемешиваем от краев к центру. Итак, кляр у нас готов. Получился вот он такой в меру жидкий, в меру плотный. Но для того, чтобы он хорошо держался на кусочке, его необходимо как минимум полчаса выдержать в холодильнике, а лучше, если он постоит там 1 час. Итак, убираем в холодильник и занимаемся полчаса или час со своими делами. В большую емкость у меня вот такой казанок, либо можно в сковородке это делать. Налить большое количество масла, то есть у меня используется где-то 500 миллилитров. То есть нужно нам будет жарить рыбку нашу в кляре во фритюре. Вот оно у меня уже горячее. Вот, и обмакивая каждый кусочек в подготовленном кляре, аккуратно, чтобы не обжечься, опускать рыбку в подготовленную емкость. Обжаривать примерно по 2-3 минуты с каждой стороны. Огонь должен быть достаточно большой, то есть масло должно кипеть. Затем выкладываем готовую рыбу на бумажную салфетку, чтобы лишний жир стекал. Аналогичным образом обжариваем всю остальную рыбу. Друзья, вот прошло совсем немножко времени, и наша рыбка уже готова. Посмотрите, как много ее получилось. У нас было 600 грамм филе минтая. Получилась вот такая вот полная тарелка. Осталось еще немножко кляра. Ну, примерно где-то грамм на 100, может быть на 150 рыбки. Если есть овощи какие-то, кабачки или баклажаны, то очень хорошо тоже поджарить в этом кляре, можете его использовать. Либо берите немножко побольше рыбы. Итак, получилось очень вкусно, получилось очень много. Кусочки такие воздушные, благодаря нашему кляру на белках.
Это очень вкусно, готовьте, очень рекомендую вам. А я сегодня с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания.